Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня видео «Мои рукодельные будни». Хочу поделиться с вами процессами, готовыми работами. Покажу также, что я купила новенького. И в конце видео вставлю кадры, маленькие зарисовки, как мы сходили с дочерью на открытие выставки нашего воронежского мастера Анелии Базильской. Гобелены ее покажу. И будет демонстрация детской одежды в стиле Малевича. Малевич-Королевич, как-то так называлась коллекция одежды. Но это просто пусть будут кадры у меня на память. Очень интересная выставка. И мы знаем Анелию, поэтому и ходили на открытие этой выставки. Если вам нравится видео такого формата, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. И всем приятного просмотра. Сейчас я хочу поделиться покупками пряжи из Леонардо, что у меня новенького появилось. Итак, вот такая пряжа Аделия, называется Happy. Это у нас стопроцентный акрил, но на ощупь она очень мягкая, не скрипучая, приятная. Я взяла ее в нескольких оттенках. Пряжа антипилинг, то есть не должно образовываться катышек. Так, этот цвет 21, такой как томатный. Этот цвет 18. На камере он передается более синий, но на самом деле он как петрольный сейчас называют такой цвет. Ну, что-то между зеленым, изумрудным, синим. Вот такой приятный оттенок. Так, ярко-красный этот цвет 15. Такой малиновый цвет 16. И вот топленое молочко, это у нас 0,5. Мне эти клубочки, моточки очень нужны. Буду вязать из них игрушки, одежду для игрушек, ну и всякие декоративные элементы в своих изделиях. Также я купила вот еще один моточек потеряла. Happy. Это вот белый цвет 01. И вот такие два моточка. Но это у меня уже другая пряжа. Также Аделия, но называется Kiss. Цвет 02. На ощупь такая пушистенькая. Вот хочу повязать зайчиков крючком белоснежных. Она прям на ощупь как велюровая. Никогда не вязала из этой пряжи. Вот хочу попробовать. Ну и на зайцев также я уже вязала из этой пряжи игрушечки зайчиков своих. Аделия Casual. Цвет 02. И цвет 03. Вот такие у меня покупки из Леонардо. Это у нас хлопок. Уже здесь 72% хлопка и 28 акрила. В 50 граммах 130 метров. Ну, игрушки такие более натуральные. Про эту пряжу я не сказала. Состав 100% полиэстер. Это акрил, полиэстер, хлопок. Ну, все составы разные. Так что вот такие у меня покупки в Леонардо. Я очень рада, довольна. Мой хомяк ликует. Сейчас хочу показать вам новые носочки, которые я связала. Как говорится в мультфильме, мы строили и наконец построили. Так вот и я вязала и наконец связала. Все, снимаю их с блокаторов, они у меня высохли. Вязала их почти целый месяц. Но опять как вязала? По чуть-чуть в перерывах для отдыха между основными своими какими-то работами. Так, вот такие носочки прелестные у меня вышли. Это большой размер 45-46. Давайте померим длину стопы. Вот от мысочка и до пяточки 29,5. И в высоту от пола и до верха резиночки, до края 24 сантиметра. Ну что я могу сказать про эти носочки? Вязать из них, конечно, это как-то уныло, скучно, потому что пряжа однотонная.
Вяжи себе, да вяжи, ничего думать не надо. Как-то вот немножечко мне показалась эта работа нудной. Вот. Что хочу сказать про пряжу. Мне кто-то в отзывах написал, что не понравилась эта пряжа. Но вот я щупаю ее, держу сейчас в руках. И мне эта пряжа очень-очень нравится. После стирки она раскрылась, появился пушок. И она такая шершавенькая, мягенькая. Вот притрагиваюсь к шее, нисколько не колючая. Если вам не нравится, когда носки колятся, то вот эта пряжа вам подойдет. Так, вязала их на спицах 2,25 миллиметра. Я уже об этом говорила. И если вы хотите такие же носочки связать такого размера, давайте я расскажу, как я вязала эти носки поподробнее. Можете себе записать. Итак, я вяжу на 4 спицах, набирала на каждую спицу по 18 петель. Итого 72 петли у меня. Эти носочки на 72 петлях связаны. Высота резиночки 30 рядов. Резинку я вяжу 2 на 2. Первую петлю всегда делаю скрещенной лицевой, чтобы резиночка была вот так пофактурнее, порельефнее, повыразительнее. Далее я вяжу от резинки до пяточки 45 рядов. Вот этот отрезок. Пятку я делаю укрепленные. Ну, как я вяжу такие носки, у меня есть видео на канале. Все носки я вяжу по одному методу. Мне подходит этот метод, мне нравится. Вот, и ничего тут я не меняю. Единственное, что меняю иногда количество петель. И так как эти носочки мужские, и все-таки пяточка немножечко стягивается, когда мы вяжем ее укрепленной, я в этих носочках добавила 3 петли. Вот здесь по центру пяточки, вот здесь посерединочке и вот здесь. То есть, если бы я не добавляла эти 3 петли, то я вязала бы на 36, 18 плюс 18, но так как я добавила 3 петелечки, я тогда, получается, вяжу пятку на 39 петлях. Все, сделала стенку пятки. Как считать высоту рядов? Я считаю обычно по протяжкам. Так, я немного отвлеклась, продолжаю. На чем я остановилась? Рассказывала про пяточку. Итак, вот эти ряды в пятке посчитать не очень удобно. И чтобы пятки были одинаковые, я обычно делаю это так. Выворачиваем носочек и считаю ряды по протяжкам. Вот у нас протяжечки, их явно видно хорошо. Вот и отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, и в этих носочках я сделала по 17 протяжек. Вот так я считаю ряды на пятке. Все-таки мужская пяточка повыше, вот набрала побольше. Связала ряды в пятки и потом делала подкову. Так как у меня 39 петель, я делила на 3 части: 14, 11, 14. Добор сделала по 20 петель с каждой стороны, вот стенки пятки по 20. Далее делаю клин подъема. Как я тут делаю убавочки? В первых 4 рядах убавляю в каждом ряду. Далее через ряд до тех пор, пока на каждой спице также не окажется по 18 петель. Вот. Стопа у меня, я считаю всегда ряды от стенки пятки. Не от конца убавок, а вот от стенки пяток. Идем, идем, считаем, считаем. И до начала убавок, вот до мысочка, 85 рядов у меня. Дальше ленточное закрытие. Как тут закрываю. Первую убавочку сделали. 3 ряда без убавок. В следующем ряду опять убавка. 2 ряда без убавок. Убавка. Далее через ряд. И так делаем 6 убавок. То есть, когда у нас на спицах было по 18, должно остаться минус 6 по 12. Тогда делаю уже убавки в каждом ряду. И вот такой формы получается мысочек. Вяжу убавки, когда на спицах остается по 7 петель, то есть 14 с одной стороны, мы же одеваем на одну спицу, и 14 с другой. И все, сшиваю иголочкой. И вот такие носочки у меня получились.
Мне они нравятся, такие простые, но уютные, тепленькие, мягенькие. Сколько пряжи ушло на них, давайте померяем. Я еще сама их не взвешивала. Так. Вот, мужские носки 81 грамм. Остаточек 18-19 грамм. И эту пряжу я буду добавлять уже, комбинировать. Вот с такой пряжей я вам ее показывала. Вот. Такая изумрудная, бирюзовая и сиреневато-фиолетовая. Вот. И буду в какие-то носочки. Но вначале я свяжу по целой паре из каждого мотка, а остатки буду комбинировать уже между собой. Мне нравится вот такая пряжа. Интересная фактура у нее. Переплетены несколько ниточек разного цвета. И получается такой меланжевый эффект. Вязать может быть не очень приятно из этой пряжи. Все равно она тонковата. Ну, как видите, носочки раскрылись. Получились пышненькие, такие пушистенькие. Вот. Так что все, еще одна пара в мою коллекцию. Ну и так как я носки довязала, я сразу же начинаю вязать новые носки. Вот у меня новый проект. Взяла спицы, которые только недавно купила. Мне не терпится их попробовать. Это 2,5 миллиметра. Knit Pro Zing. 15 сантиметров длиной. Мне нравится, когда спицы покороче, 15 сантиметров. Но я уже об этом говорила. Начала вязать резиночку. И вот такая пряжа. Это Регина от Siam. Так, сейчас я этикетку принесу, покажу номер пряжи какой. Вот этикетка от пряжи. Вот так должен выглядеть носочек, получиться уже в готовом виде. Этот цвет 931-600. Классическая пряжа, мягенькая. И вот она такая пухленькая, поэтому я и взяла спицы 2,5 миллиметра. Я сразу разделила на 2 моточка, чтобы вязать носки параллельные, чтобы они были у меня одинаковые, чтобы рисунок был, ну, идентичный на левом и правом носочке. Если вам интересно, как я делю пряжу, как подбираю рисунок, я могу сделать маленькое включение такое и показать, как я делю пряжу на 2 моточка, на 2 носочка. Вот. Приятная такая расцветочка здесь, и темно-зеленый цвет, сиреневый, немножечко желтого, такого охра, какие-то и голубенькие вкрапления. Я люблю, когда вот такие коротенькие черточки. Ну, посмотрим, что получится. Мне самое интересно вот из этой пряжи вязать веселее, чем из однотонной. Поэтому, ну и носки вяжу всегда. По крайней мере, они у меня должны быть под рукой, потому что я, когда вяжу игрушки, и мне кто-то позвонил, например, я не могу разговаривать и вязать игрушку. Понятно, если это просто прямое полотно, да, по кругу вяжи и вяжи. А если там нужно какие-то убавки, прибавки, там нужно быть внимательнее, и отвлекаться нельзя на телефонные разговоры. А вот носок, мне кто-то позвонил, я взяла трубку, беру носок и могу разговаривать хоть час. Носок вяжи себе, вяжи, думать не надо. Вот. Вроде бы как и разговор идет у меня, и с пользой дела я также вяжу, у меня не останавливается процесс вязания. Поэтому носок всегда у меня под рукой на этот случай. На самом деле я не очень люблю долго по телефону разговаривать. Ну, все равно, чтобы время не пропадало, я нахожу себе какое-то занятие во время телефонного разговора. Если не вязать, то я пойду гладить белье, мыть посуду, но чтобы это время у меня просто так не пропадало. Вот, напишите в комментариях, как долго вы разговариваете, ведете свои беседы по телефону. И если такие затяжные у вас переговоры, чем вы занимаетесь в это время? Или просто сидите, разговариваете, или тоже что-то в это время делаете полезное. Сейчас давайте перейдем к моим новым мимимишкам. Вот такие маленькие игрушечки у меня связались. Вот такие 4 лягушечки новые.
как я поняла, они пользуются самым большим спросом. Я вам показывала в предыдущем видео серию моих брелков лягушек. Вот это самая маленькая. И теперь ее чаще всего спрашивают, хотят приобрести. И вот у меня связалось еще 4 таких игрушечки, лягушечки. Также сделала их на подвеске. Кольцо для ключей, глазки-бусинки. Маленькая, вязать ее быстро-быстро, просто-просто. И такие милашки. Дольше приходится делать оформление. Глазки пришивать, ротик, щечки, вот это все. А так, хвостик надо спрятать будет. Вязать их легко. Так, это что касается лягушечек. Купила вот такую подставочку. Посмотрите, какая она интересная, простая, как школьный пенал, да? И задняя стенка. Хочу эту подставочку отнести в магазин «Твоя полка» и связать еще вот таких зайчиков и расставить их в ряд. Здесь еще 3 зайчика влезут, поместятся. Давайте рассмотрим моих новых зайчат. Я не знаю, делать им карабинчики, не делать, или просто пусть будут это как игрушечки. Мне кажется, если делать карабинчик, как брелочек, все-таки белый цвет очень маркий, и это будет непрактично ни на ключи, ни на рюкзачок, поэтому пусть это будет просто как игрушечка. Вот будет стоять такой зайчик на столе, я ему попку вот так утягиваю, и они, вот видите, хорошо стоят. Ой, немножечко, да, вот стоят они у меня, как неваляшки. Надо еще побольше немножечко подзатянуть, чтобы был низ плоский. Вот, тоже вяжутся просто, элементарно тут. Буду вязать еще зайчат с другими сумочками, другим цветом, а зайчики все будут одинаковые. Мне кажется, так они как-то смотрятся. Ну, посмотрите, какая красота. Если вы хотите связать таких зайчиков вместе со мной, напишите, и я сделаю такой мастер-класс небольшой. Он будет короткий, потому что тут ничего такого особенного сложного нету. Я им подкрасила ушки немножко карандашиком и щечки розовым цветом. В мастер-классе там пришивные бисеринки, бусинки. Я просто сделала несколько стежков, так, глазки как вышитые. И носик просто тоненькой-тоненькой ниточкой наметила. Такие они миленькие. Хвостики здесь даже не нужны, хотя можно и хвостик вывязать по такому же принципу, как и лапки. Да, наверное, можно и хвостик сделать. Следующий буду вязать с хвостиком. Сумочка вяжется вообще легко. Тут 3 ряда и, как называется-то, длинная ручка. Вот. Ремешок для сумки. Вот. Я думаю, какое-то особенное название. Так что буду еще вязать таких зайчиков и отнесу их на полочку в магазин. Пусть эта экспозиция добавит немножечко милоты на мою полочку. Дорогие игрушки, конечно же, там не будут покупать в магазине, я так поняла. Ну, хотя пусть стоят, есть пить не просят. Может быть, найдется покупатель и на игрушки подороже. А вот такие маленькие брелочки до 500 рублей хорошо расходятся. Я думаю, эти зайчики также будут пользоваться спросом. Единственное, конечно, они очень маркие. Если в магазине каждый их потрогает, они уже будут не беленькие, а серенькие. Но упаковывать в пакетики я не хочу, они сразу потеряются. Но я надеюсь, они там долго не будут задерживаться, не успеют испачкаться и будут расходиться, как горячие пончики. Вы часто мне пишете, что вам интересно смотреть, как я упаковываю посылки и готовлю их к отправке. Давайте сейчас вместе упакуем вот этих 2 зайчиков. Все, они у меня готовы. Я их нарядила в полный комплект одежды. Вот карманчик. Можно сюда морковки. В дополнение хочу положить в посылку набор наклеек. Вот такой. Далее 2 открыточки с зайчиками. Одна зимняя, одна летняя. Так, мои любимые открытки. Также вот корзиночка. Капуста тут, морковка. И я связала в подарок вот такую маленькую курочку. Пусть она живет в Заюшкином домике, будет им другом также.
Так, упаковала комплект одежды. Здесь у меня шаль, башмачки, юбочка, кофточка и жилетик для мальчика. Вот. И также дополню посылочку раскрасками. Все тут в тему, зайчики, поэтому и нашла такие картинки, вот распечатала. Мне кажется, деткам должно понравиться раскрашивать такие разукрашки. Вот. Так, а для упаковки я приготовила коробочку, сейчас покажу. Вот такая коробка прямоугольной формы с окошком. И опять, так как она с окном, я не буду тогда тишью вкладывать, а положу вот этот же бумажный наполнитель. По цвету он такой нежный, нежно-лимонный. И посмотрите, как хорошо помещаются сюда зайчики. Вот один зайка и второй. Так, крышка прикрывается, надо придерживать рукой. Сейчас я все аккуратненько уложу и покажу, что у меня получится. Ну, вот такая коробочка у меня получилась. Мне кажется, очень даже симпатично. И очень хотелось бы, чтобы этот подарок понравился маленькой девочке, кому он предназначается. Сейчас я эту коробку еще сверху оберну полиэтиленом и картоном. Тогда она будет готова к отправке на почте. Все, посылка готова. И бегу на почту. У меня новое подключение. Хочу показать вам начало процесса. Как вы уже догадались, это у меня будет лягушонок. Я связала пока что 2 ножки, голову. Что это за пряжа? Вяжу из ниток. Давайте, эта этикетка рваная. Вот такой моточек Альпина Вера. В составе 55 акрила, 45 хлопка. И по метражу в 100 граммах 280 метров. То есть эта ниточка чуть-чуть потолще, чем Ярнар джинс. Здесь получается в 50 граммах 140 метров. Я вяжу крючком 2,5 миллиметра. Цвет зеленый, если кому-то этот понравился цвет, 41. Вот такой зеленый лягушачий цвет. Очень приятно вязать из этой пряжи. И игрушка получится немножечко покрупнее, если бы я вязала ее из Yarn Art Jeans. Но если мне понравится эта лягушка, я потом свяжу ее и из джинса. Вот, ну все, пошла вязать лягушку, продолжать. Ну, на этом я буду заканчивать свое видео. Не буду больше вас задерживать. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Надеюсь,
вам было интересно, вы почерпнули для себя что-то новенького, какие-то идеи, может быть, для себя нашли. Всего вам самого доброго, вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч. Я считаю, что